Беглецы из Херсона. Все оккупацию там были. Ну, я имею в виду себя и кошку свою. Вот. И мы, значит, потом уже, когда ясно стало, тем более, что после того, как я уехал в мой дом, ну, рядышком попала бомба. Мне прислали уже соседи, так сказать, кадрики от этого, так сказать, что у меня там полетали окна. Вот, от взрыва и так далее, и так далее. Но я, слава богу, уже был здесь. И сейчас мы поедем в Кишинев и сядем, ну, если все будет хорошо, на самолет и полетим в Израиль. У меня там жена. Расскажите, с кем едете? С кошкой, вот она. Сколько ей лет? 11, она со мной 11 лет уже. Член семьи, в конце концов. Как-то можно ее бросить, объясните мне. Особенностью нашего центра с третьего дня войны стала эвакуация. Честно говоря, мы не профессионалы, мы не ожидали, что мы это сможем сделать. Вся одесская община сгруппировалась, мы сделали горячую линию. Наши телефоны разошлись. Но только, вы знаете, на наш телефон не звонил Илон Маск. Нам звонил вице-мэр Иерусалима, нам звонили с Лос-Анджелеса, нам звонили с Германии, нам звонили с Америки, нам звонили с Бухареста. Люди, волонтеры предлагали свои услуги, они там собирали телефоны каких-то одесситов, каких-то людей с Николаева, с Херсона. Эта горячая линия работает у нас до сих пор, мы уже работаем 10 месяцев. Представьте себе, мы начинали вывозить людей ежедневно, каждое утро в 7 часов утра. На главной площади железнодорожного вокзала у нас собирались люди, которые за ночь собирались по спискам. Мы эти списки писали в черновую, вручную, какие там компьютеры. Утром мы этих сажали людей, это было 10, 12, 18 автобусов. К нам ехали люди с Херсона, с Мариуполя, с Харькова, с Николаева, с Запорожья, с Кривого Рога. Сейчас это количество людей уменьшилось. Если мы в день до 200 человек вывозили, сейчас мы вывозим раз в неделю 50, 60, 40 человек. Да. Все, подходите, садитесь, я сейчас вам там информацию проведу в автобусе. Кого у нас еще нет? Да. Сколько человек? 45? Да. 45, с вами 46. Проверяйте. Считайте по головам и все. Но что удивительно, люди сейчас уезжают осознанно. Это те люди, которые долго думали, ехать им или не ехать. Сейчас люди уезжают осознанно. Мы в этом помогаем, перевозим их в Молдавию. В Молдавии подхватывают наши молдавские партнеры, и где помогают им сделать документы на репатриацию. Фонд дружбы помогает бесплатно улететь в Израиль. Не было возможности уехать сразу. Ну, поначалу было очень страшно в Николаеве. Мы с детками в подвале сидели и ночью, и днем. Это очень страшно. У меня ребенок еще, наверное, 2 месяца после эвакуации ночами плакал. Дочка спала одетая, потому что это очень страшно в Николаеве. Сейчас страшно тоже. Сейчас тяжело. Нет света, нет отопления. Батареи 11 градусов. Это страшно, когда будет холодно. Нет воды, проблемы с продуктами, цены вообще космос. Расскажи, откуда ты едешь, почему едешь? С города Одессы, из-за отключения света, невозможно сдавать учебу. У меня висит целая куча учебы.
едем в Молдову, в Кишинев, после к бабушке, там уже буду делать учебу. Надеюсь на светлое будущее по учебе. Наши люди приезжали до Паланки, ногами переходили границу. Почему? Потому что это первые были дни, первые шаги. Мы еще сами не понимали, мы сами учились каждый день, как это делать правильно. С той стороны молдавские коллеги нас забирали наших клиентов и везли уже дальше. Везли дальше куда? Они везли в Кишинев. Они везли под Кишинев, сняли сразу дома отдыха, где люди жили. Эти дни люди, что у нас, мы не спали сутками, что молдавские коллеги не спали сутками, потому что у нас это вообще впервые в жизни. И я очень хочу, чтобы это больше ни у кого не повторилось. Мы научились на своих шагах, на своих ошибках. Сейчас это уже получается немножко по-другому. Это уже с безумной логикой, с большими вложениями денег. Спасибо Джойнту, спасибо тем людям, которые по всему миру делают пожертвования на это, потому что пока это еще у нас не останавливается. Еврейский общинный центр, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, каким образом можно получить у вас гуманитарную помощь пенсионерам? Угу. Какая у вас пенсия? У меня 3238. Да, мы как раз обслуживаем таких, как вы. Вы проживаете в частном доме или... Нет, в квартире на Бабурке, Харчевской район. У вас есть ОСББ, кто-то старший по дому? Да, ЖБК у нас. Угу. И дело в том, что в теробороне наш председатель, и я вместо него занимаюсь еще и всеми вот этими по дому делами. Прекрасно, вы позвонили как раз тот человек, который нам нужен, и туда, в то место, которое нам нужно. Мы обслуживаем не индивидуально, а групповые заявки в первую очередь. Поэтому вы, как старший по дому, должны собрать нуждающихся людей в список и нам этот список подать. И мы обслужим ваших нуждающихся людей списком сразу. Инвалиды первой, второй, третьей группы, многодетные семьи, одинокие мамы и папы одинокие тоже, семьи погибших на войне солдат. Также, если у вас есть в доме раненые ребята, солдаты, у них есть справка о том, что они получили ранения во время боевых действий. Ну и, конечно же, и слава Богу, и, конечно же, наши любимые, дорогие пенсионеры. Наш фонд сейчас разыскивает тех людей, которые еще ни разу нигде не обслуживались и которые нуждаются, то есть с пенсией до 3000. Хорошо, спасибо большое. Если у вас будут вопросы, звоните на горячую линию, я вам все подскажу. Еврейский общинный центр, здравствуйте. Добрый день. Я до вас обращаюсь, я переселенец из города Гудейсполя. Скажите, пожалуйста, у вас можно получить когда-нибудь гуманитарочку? Конечно, 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 я вас записываю. Сегодня мы делаем небольшие пакеты для наших подопечных. У нас бывают они самые разные, иногда там 19 килограмм, 22. Но на данный момент у нас самые такие небольшие, скромные. И мы покажем, что тут есть сейчас. Чай. Фасована кукуруза. Также морковка. Маринованная. Фасоль. Тушенка. У нас есть также сельдь. И аж 10 шоколадок. Еще больше шоколада. Сухофрукты, орешки для зимы полезны. Да. Вот такой вот у нас скромный, но очень набор со вкусом. Хватит, чтобы приготовить что-то вкусное к столу.
Первый раз я попала в волонтерство, когда мне было 18 лет, мне 25. Это был фонд «Сердце до сердца», и это был как один из возможностей реализовать там какие-то свои социальные возможности с пользой для общества. Сейчас, с началом войны, я стала в разы больше волонтерить и взяла для себя такой пример, что где-то раз в неделю можно что-то волонтерить, принести пользу. Вот. Это мне дает, во-первых, что не прийти, дома холодно. Дома холодно, нет света, есть только вода и газ, холодная вода. Почему не провести это время с пользой? Ты просто понимаешь больше важность простых вещей. Когда ты знаешь, что вот эта вещь, которую ты сделал, она вроде бы просто пакет, просто вещи, но она принесет большую пользу. Тут мы именно в волонтерстве мы занимаемся фасовкой, разгрузкой, когда были, вот первые привозили у нас большими автомобилями палеты целые, потом тоже развозкой, помощью. Мне становится от этого легче. Я понимаю, что я нужен, и без меня кому-то будет хуже и сложнее. В данном случае мы развозим посылочку. Вот человеку, который не может ходить, ему выдают посылочку как бы по случаю помощи от Джойнта. Сейчас будем звонить и узнавать точный адрес. Это Андрей, да, из Хеседа, из Джойнта. Вот мы к вам приехали, собственно, вручить посылочку. Да, вот мы находимся как раз там, да. С Малоарнаутской заходим, да, вот мы как раз. Да. Первые ворота, да, сейчас самое будет слева. 5-й этаж. Хорошо, будем сейчас забираться на 5-й этаж. Договорились. 90В, да. Открываю. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Нарядная такая. А у меня деформирующий коксартроз тазобедренного сустава. Мне заменили сустав в 2000 году. Он рассчитан от 5 лет до 20. Я его уже ношу 22 года. Уже практически он свое отработал, поэтому мне очень тяжело передвигаться. Вот такая проблема у меня жуткая. Если бы не фонд, так это вообще катастрофа была бы. Не только в нынешнее время, поскольку сейчас военные действия происходят, а вообще и до того. Я не уехала из-за сына. Я его не могла оставить, а у него призывной возраст. Мне предлагали, из Израиля звонили, в Хеседе предлагали ехать, но я из-за него не могла уехать, оставить его одного здесь. У нас ни родственников, никого, ничего нет. Мы на белом свете вдвоем, я и он. Когда в Харькове был очень активный обстрел, прилетало каждый день, вылетали ракеты в нашу сторону. И я, брав на ребенка, которому 1,5 годика, на руки, и, соответственно, держа его в руке, я понимал, что непонятно, что будет дальше. Один этот момент. И я понимаю, что я был такой не один. Когда становилось все это, не могу сказать легче, немножко тише, я понимал, что нужно идти и помогать таким. Потому что такие же семьи теряли. У них была потребность. Кому-то там детское питание, кому памперс, кому еда. А когда мне попадались семьи, у которых по 5 детей, 6, 8 детей или дом семейного типа, это вообще, конечно, помогает им и город, но все равно не хватает. Будем откровенны, и я, соответственно, даже из этой категории выбираю наиболее уязвимые. Сложность в поиске ресурсов вот сейчас, потому что в первые полгода их было достаточно много, все помогали, все старались. Сейчас это благодаря волонтерам, благодаря команде, которая образовалась в военный период, вот эти ресурсы мы находим с разных сторон. Но все равно этого мало. Вот это основной, я считаю, тот момент, который сложный.
неможливо співпрацювати тільки з одним донором. Треба кожного разу розширювати можливості, треба кожного разу шукати партнерів, а інколи просто створювати цих партнерів. Тому, коли мене запитують, як ви бачите фандрейзинг і що таке фандрейзинг для общинного центру Мазальтов, то спочатку це робота з провідним донором і пошук інших донорів. А ми шукаємо ті організації, які за своєю ідеологією, за своєю місією, за своїми базовими і задачами, і проблемами, які вони вирішують, щоб воно співпадало з нашим статутом Єврейського общинного центру, який говорить, що наша мета допомагати, розвивати нові можливості членам нашої громади. А уявіть собі слово «волонтер» у 2001 році. Ну, хто такий волонтер? Деякі у мене питали, це ті, хто безоплатно працюють? Я навіть не продовжувала розмову, бо волонтер – це, по-друге, щось роблять на безоплатній основі. А перше – це та людина, яка має мрію, має бажання, має відчуття того, що буде корисною або для людини з інвалідністю, або для якогось культурного проєкту, або для якоїсь неймовірної екологічної акції. Наш фандрейзинг на першому етапі визначився так. Хлопці та дівчата, які мають ідею, яку вони перетворили на план дій. Так, майже аплікаційна форма, яку потребують донори, коли ми пишемо грантову заявку. У цій аплікаційній формі, у цьому плані дій було зрозуміло, що є робочі руки, що є молодь, і не дуже молода молодь, яка хоче щось зробити. Адже благодійність – це ж не те, що я такий добрий, щось комусь зробив. Благодійність – це коли тобі дається можливість зробити комусь іншому щось таке, що допоможе тобі зрозуміти самого себе. І дуже багато таких людей. Вони просто приходять і кажуть, якщо я не буду нічого робити, я просто збожеволію. І це нормально. Нормальна людина хоче долучатися до добра, до якоїсь хорошої справи. Вы видите, мы стоим на месте одного из прилетов. Вот здесь жилые дома, и здесь находятся наши подопечные, которым мы помогаем. Помогаем, потому что после прилетов у них не осталось окон, и сейчас, когда на улице минус, у них в квартирах холодно. Помогаем им продуктами, помогаем зачастую лекарствами, ну, чем можем, теплыми вещами. Это Аня Наталья Петровна. Здравствуйте, Наталья Петровна. Ваша помощь. Как вы себя чувствуете? Ну, как сказать, нормально. Как нога? Ну, болит. Ну. Болит. Особенно, когда на похожу немножечко. Ну ничего, мы вам гуманитарку привезли, поддержать вас хотим. Будьте здоровы. Как у вас температура? 16 градусов. Окна нет. Вылетела во время прилета, и в квартире очень холодно, 15-14 градусов, особенно когда на улице минус. Первый раз, когда начали бомбить 24 февраля, когда бомбили нашу вышку телевизионную, у меня полетело окно, и дверь перекосила на балконной двери. Стекло выпало сразу. Я как раз разговаривала с родственником своим по телефону, говорю, нас бомбят, и все, перестало. Второй раз у меня выбило стекла, окна полетели в кухне, когда бомбили нашу теплосеть нашего района. Это было 6 на 7 марта. У меня полностью выпало окно. В августе, 3-4 августа в соседнем доме, 5Б, у нас 5А дом, 5Б упал снаряд. У меня от осколков полетело стекло во втором окне.
в комнате. Вот такая вся у меня. Война все полгода была. Ну, до войны нормально, 20-22 градуса. Нормально было, тепло до войны, когда обогреватель, батареи совсем по-другому отапливались, и теплее было значительно. Это очень большая помощь волонтерская, очень большая. Наталья Петровна во время одного из прилетов ногу она себе повредила сильно, у нее даже еще стоит инвалидная коляска. Эта история, ну так получилось, что я подвернула себе ногу и порвала связки на коленных суставах. Долго на ходунках ходила, лечила, лекарства, пила обезболивающие, потому что ходить не могла. Еду, лекарства приносила, все благодаря нашим волонтерам. Вот Анночка, я не знаю отчество ее, Анечка. Поэтому поддержали как могли. Все будет хорошо, Наталья Петровна, ми побідемо. Спасибо большое. В нас багато людей, які залишаються у місцях без опалення, без світла, без води. І вони кажуть, що сьогодні найбільш страшним ворогом є саме холод. Люди, які витримали відсутність їжі і навіть якось виходили із водою там із річки, від холоду почали хворіти і йти з життя. І я розумію, що сьогодні ось цю потребу треба закривати усіма можливими і фандрейзинговими, і грантовими. Ми пишемо беззупинково. Ми весь час звертаємося, ми знаходимося у інтернет-просторі, ми дивимося, які сьогодні є донорські спроможності для України, які донорські спроможності безпосередньо для Запоріжжя. І ми пишемо, я паралельно проводжу два процеси. З одного боку, на жаль, дуже-дуже коротка доба стала. Чомусь 24 години якісь такі дуже швидко закінчуються. Харьковчан сейчас, я смотрю, тяжело чем-то удивить. Сирена, ну окей, сирена. Настолько уже у всех, мне кажется, есть психологические какие-то, не могу сказать, травмы, но отклонения, будет неправильно сказать, но мы неправильно уже относимся к той же сирене. Мы не реагируем на нее, потому что уже до такой степени привыкли, что идет сирена, мы продолжаем играться с ребенком в песочнице, идти в магазин и так далее, так далее, так далее. Уже нет никакой тревожности. И это плохо. Тревожность появляется, когда тишина. Вот тогда появляется тревожность. Тогда непонятно. 2 дня нет, что такое, что случилось, почему. Короче, они хотели меня подопить. Мне кажется, они хотели попробовать. Соня, врывайся в толпу. В городе Мариуполе я родилась и прожила всю свою жизнь, пока к нам не постучалась война. Первый подъезд. Вот мой второй. Тяжело описать свои эмоции. Каждый раз, когда вспоминаешь, погружаешься в них, очень тяжело становится. Но хочется рассказать, чтобы люди тоже знали, как мы жили, как мы выживали в первые дни войны. В ночь на 1 число начались обстрелы из градов. Это была первая ночь, очень страшная. Я ребенка перевела в кладовку, соблюдая правила 2 стен, как нам рассказывали. С мужем мы не спали, сидели в коридоре. С нами была свекровь еще. Исчезла связь мобильная. Мы оказались вообще в полном незнании, что происходит вокруг. Мы не знали, что Мариуполь уже на тот момент, он уже в окружении практически. Мы остались без воды, без еды, без света, в холодине. Ты идешь, и возле тебя все время что-то разрывается, что-то взрывается. Очень тяжело и сложно. И вот так мы жили в течение 3 недель. Ну, после 20 числа уже летали самолеты с авиабомбами, уже кидали бомбы на Азовсталь. Стрелы не прекращались ни на минуту. То есть это все время массированные удары. И как-то стало так страшно. Ты понимаешь, что ты находишься в какой-то мышеловке. Выехать
Ты не знаешь, как выехать. Мы ходили с мужем, искали дорогу, пути выезда. У нас они были заминированы. На дороге приклеивали мины, машиной нельзя было проехать. Единственный путь, который оставался, это в путь в ДНР, в Россию выезд. Мы очень не хотели, но вот после вот этих авиаударов ночных мы поняли, что дальше оставаться просто опасно для жизни, что следующий дом может точно так же упасть бомба на наш дом. Мы собрались, компания, 5 машин, быстро, за полчаса, под обстрелами такими же. И выехали, взяли самое необходимое. На тот момент самое необходимое для нас – это теплое одеяло, потому что мы жили 3 недели, почти при минусе в домашних условиях. И какая-то еда, которая у нас была, которую мы смогли собрать. Выехали колонны. Выезд был только один в сторону ДНР. Это село Безыменное. Приехали туда, там мы не верили до последнего. Но когда мы заехали, там уже стояли российские танки, российские флаги. То есть ты понимаешь, что да, город уже взят. В общем, какая процедура? Стоит лагерь, ты должен пройти фильтрацию, это отпечатки пальцев, тебя проверяют паспорт, телефон, как преступник. Тебя фотографируют профиль, анфас. И если что-то находят такое, что не нравится, допустим, да, связанное с украинской символикой, какие-то диалоги, какие-то переписки, тебя могут развернуть. Этих людей многих увозили, особенно если это мужчины, в СИЗО, в тюрьму. То есть люди не знали, что дальше происходило. Мы смогли пройти фильтрацию только на 9-й день. То есть все 9 дней люди приехали и стоят в машине в морозы на трассе. Нам очень повезло, у меня муж смог пойти договориться в это село, и нас поселили к себе жители, к себе домой взяли. Это было, я не знаю, как бы мы выжили в машине, я, муж, ребенок, свекровь 90 лет, мы просто не выжили в морозы. Нашлись мои родители бердянские, эти люди, у которых мы жили. Они мне рассказали, как можно проехать селами вокруг Мариуполя, не через Мариуполь, не заезжая туда. Нарисовали дорогу, и мы поехали, это был последний день марта, мы поехали в объезд, доехали до Бердянска, объявили, что будет коридор, в Бердянске были автобусы для тех, кто желал выехать. И мы родители посадили на автобус, сами машиной поехали за ними. Автобусов было много, по-моему, около 40 штук. И уже начинало темнеть, мы добрались до Васильевки. Автобусы пропустили с людьми, а машины, там собралось, не знаю, около, наверное, больше 1000 машин. Сказали всем ночевать, мы не будем пропускать. Васильевка – это пост ДНР, который сейчас у нас главный пункт пропуска. На следующее утро пост так и не открыли. Мы развернулись и поехали, вернулись. Ближайший город был это Токмак. Мы несколько дней там пожили, отремонтировали чуть-чуть, смогли подремонтировать машину, чтобы выезжать дальше в путь. И мы поехали, была открыта дорога через Орехов, через Полухи. Дорогу мы проехали нормально, без всяких эксцессов, пока не заехали уже в Украину, уже была украинская территория. Уже действительно люди говорят, когда ты заезжаешь, как-то чувствуешь себя, дышится легко и свободно. Это действительно так. Добрались наконец-то в Запорожье. В Запорожье приехали, здесь уже были мои родители, они уже ждали, брат. И все. Абсолютно новый город. Приезжаешь, у тебя жизнь как с чистого листа. Благодаря брату, спасибо ему огромное тоже, он нашел нам жилье. То есть мы когда приехали, у нас уже было где остановиться, где жить. Никакого, ни общения, даже элементарная помощь. Мы приехали, нужны теплые вещи, надо одеяло. Куда, к кому обратиться, как это сделать, мы не знали. И моя свекровь, она еврейка по национальности, мой муж тоже еврей по национальности. Свекровь стояла в Мариуполе, у нас была организация «Хесед», которая помогала жертвам Холокоста. Ее куратор, мамин куратор моей свекрови, могла тоже выбраться из Мариуполя, она выбралась раньше, чем мы. И когда мы заехали сюда, мы нашли ее телефон, она позвонила, предложила помощь, сказала, что мы обязательно приехали сюда. Здесь я ощутила себя просто членом большой семьи. Директор Инесса предложила, вернее, она не предложила, она просто спросила, не хочу ли я прийти сюда, может быть, я здесь для себя что-то найду. Я с радостью согласилась. Сейчас я помогаю, просто волонтерю, помогаю людям, которые приходят к нам, таким же переселенцам,
людям с ограниченными возможностями, ну, тем, чем мы можем, в принципе, помочь. Продуктами, одеждой. Это настолько приятно, настолько ты понимаешь, что ты можешь что-то сделать, помочь кому-то еще, таким же людям, которые были в такой же ситуации, как и я, когда они приходят сюда, понимаешь их лучше всего, их потребности, их желания. І ми звернулися в цю організацію за допомогою і познайомилися з Антоніною. Ми не знали, що вона по цьому котлі побувала і пережила оті страхіття, які люди пережили, бросали все і бігли, не знали куди. На неї зараз подивитися, ніколи не скаже, що людина це пережила. Вона настільки зосталася людяною. Коли не зайде сюди, не посмішка на лиці, і ніколи не скаже, що в людини отут у душі, може, не знаю, що болить, а вона отак до людей дуже гарно відноситься. Мы находимся в небольшом пункте сбора вещей. Этот пункт заработал буквально сразу после начала вторжения. Как вы понимаете, очень много людей из оккупированных территорий приезжали босые, голые. И этот пункт позволил им получить какую-то минимальную одежду. Ну и, конечно, большое количество людей приносят сюда одежду. Мы ее распределяем, сортируем по коробкам, по секциям. Все, что остается, мы передаем в магазин «Твори добро». – 2015 рік, коли закінчився перший етап війни, ми перейшли в стадію соціального підприємництва. Нам пропонували писати гранти, писали проєкт, в якому ми могли б допомагати людям саме речами. Для цього саме треба було залучити, за умовами грантодавця, залучити переселенців і розпочати роботу. В цьому магазині було працевлаштовано 3 внутрішньо переселених осіб. За допомогою волонтерів «Творі добро Україна» було оснащено це приміщення, і ми запрацювали. Я работник магазина «Твори добро» и занимаюсь сортировкой вещей. Это сортировочный цех, где я их сортирую и потом перенаправляю. 95% отправляем в гуманитарную помощь нуждающимся людям. Также раздаем, у нас есть специальный отдел для ВПО, где могут люди прийти и бесплатно получить эти вещи. Часть вещей мы продаем в магазине, где-то там 2-3%, для того, чтобы покрывать наши расходы. Ми віддаємо ті речі, які люди зможуть ще вживати. Бо те, що викидаємо, знаєте, такі, як то кажуть, вєтаж. Це ми беремо як волонтери на підстилки для собак, для інвалідів, там, котів. А ті речі, які можуть ще люди поносити, ми приносимо сюди. Багато людей просто залишилися без нічого взагалі. Я просто працюю з такими людьми по своїй роботі. Я знаю, що вони приїздять. У мене була жінка, яка вночі потрапила під обстріл, її забрали у піжамі. Ми назбирали її речі, просто там, знаєте, якесь там взуття, якусь ковтину я їй знайшла. Коли люди приносять свої речі, це дійсно іноді просто рятує людям життя. Приїхала із міста Пологи, приходила сюди за віщами, так як я переселенка, і предложила свою допомогу, стала допомагати. Мої діти воюють, просто якось вбити время. Переселенці, тобто вони приходять, щось просять, а тепер вони приходять і допомагають, бо дійсно магазин «Твори добро» – це не тільки про продаж, це і про допомогу. Це не просто благодійний магазин, коли ви можете стати благодійником, це ще соціальний магазин. Заплатила зарплату, заплатила за щось інше і залишається прибуток. Ось цей прибуток можна кудись діти.
Куди саме це соціально? Тобто це було щороку конкретні події, конкретні люди, яким допомагали. Тімбілдингу, місто відпочинку, місто організації для волонтерів «Твори добро Україна». Це місто знаходиться в території екологічно чистому. Це від 30-кілометровій зоні від міста Запоріжжя, від індустріального міста Запоріжжя. І тут було поле, занедбане поле, яке нам дало Антонівський старостат для того, щоб ми могли його розвивати. І ось за 10 років ми змогли розвинути це місцевість. Щороку спочатку «Твори добро Україна» разом з донеччанами, разом з дніпропетровчанами і з усієї України, навіть були через деякий час міжнародні табори, приїжджали сюди і ми творили. Ми робили те, що нам хочеться, те, що нам хотілося краще. І це місто ставалося щороку, що краще, краще і краще. Створювалося як етнографічне, етнічне, бо у нас в місті Запоріжжя дуже багато народностей, це 130 національностей. На єврейські свята ми сюди запрошуємо і наших болгарів, поляків, німців, греків і багато-багато ще, для того, щоб вони розділили радість нашого Рош ха-Шана, для того, щоб ми змогли разом з ними розпочати новий рік. Вони нам готують, вони для нас співають, і ми робимо такі міжнаціональні свята. Люди завжди вони по собі залишають не просто слід, а сміттєвий слід. Тому ми вирішили відкрити Еколь. Еколь – це такий проєкт, який допомагає переробляти сміття і займатися взагалі просвітницькою діяльністю. Для того, щоб про це не забували, ми зробили тут апсайклінг-центр, де можемо показати, яким чином робити. Банки ми залишаємо в таких сітках, а потім ми їх ріжемо. Тут є спеціальні різаки, які ріжуть такі полосочки. І підходимо разом з людьми, намотимо на отакі челноки. Бачите, така нитка у нас, це просто-напросто пляшка. І з цієї пляшки в'яжемо ці сітки. Ця сітка дуже багато живе, вона не боїться ні води, нічого. І от такі, виходить, сітки для винограда, для огірків і так далі. Але у нас дуже багато є також трави, яку треба обробляти. І у нас є спеціальна така мельниця. Танюш, іди сюди, сонечко. Ось. І будеш крутити. Ось така біла машина, з якої сипеться, і тоді це дуже класне вже добриво, яке ми використовуємо для вже зелені. А ще є для того, щоб ми робили пляшки. Ось цю пляшку ми засовуємо сюди, пакуємо і вже вивозимо до міста, і там здаємо, і таким чином використовуємо на благодійні справи. А ще Таня може тренуватися. Танюш, сідай, будь ласка. Це у нас є такий велосипед. Ось, і таким чином сюди ми застосовуємо пластикові тарілки, пластикові стаканчики, засовуємо, закриваємо, і Таня переробляє. І таким чином це ми перевозимо не повітря, а вже перевозимо пластик, також його здаємо, і також ці вже гроші йдемо на якісь гарні справи. Ми хочемо, щоб це сміття не забруднювало навколишнє середовище, а несло користь для людей. Приехали из города Запорожье. Очень благодарны, что нам предоставили вот это жилье, потому что в городе сейчас очень страшно находиться. Здесь тихо, спокойно, тепло и уютно.
А здесь спим, свежий воздух, домашние продукты можно приобрести. Ну, я родился и жил всю жизнь в Запорожье, ну, в связи с последними событиями. Значит, сначала сын говорит, думайте, мне и жене, будете вы выезжать или нет. Ну, мы думаем. В понедельник он приходит и говорит, вон там ждет машина, быстро собрались и поехали. Ну и привез сюда. Дело в том, что, ну, как он объяснил, ему спокойнее, когда мы здесь. Потому, ну, в Запорожье события туда. У меня дом расположен в таком месте, что вокруг падает. То есть здесь, будем говорить, прекрасно. Спокойный, на сердце мне ничего не давит, как говорится, потому что... Скажите, вам хватает обогрева печкой? Вполне. Прекрасная груба. Вот и света не стало. Да. Кстати, я прям запись не останавливаю, там фонарик был. Сейчас я... Прекрасная груба. Сейчас, секундочку. Я довольно-таки. Так, раз, два, три, четыре, пять. Очень мне, тепло. Пожалуйста, фонарик вот сюда, вот так. Вот как раз у нас света не стало. А свет часто выключают? Значит, сегодня не было целый день до 4 дня. Ну, вот сколько сейчас выключили. Но при этом тепло за счет печки у вас? За счет печки практически все. Первый проект, на который у меня откликнулось сердце, это вязание для малышей. Я увидела в соцсетях такое объявление, что требуются вязальщицы. На то время я уже решила завязать с вязанием, но тут увидела, думаю, да что там вязать, ну такие носочки. Приду, познакомлюсь, мне расскажут. Спустя год функции координатора проекта перешли ко мне. Наш проект называется «Клубок добра». Его еще называют самый теплый проект. Он действует во всех городах при волонтер-комьюнити. Именно в Кривом Роге у нас началось с того, что мы стали вязать для недоношенных деток. Вот такие маленькие носочки, шапочки, кофточки. И еще идет в комплекте пледик небольшой. В них поганий теплообмін ще, вони самі не зігріються, а враховуючи те, що перебої з електропостачанням, то треба, щоб вони завжди були в теплі. І проблема з тим, що багато ж діток покидають мами, бояться таких недоношених. То це добре, що ми в'яжемо і зігріваємо їх. Большинство вязальщиц, они как непризнанные гении, я бы так сказала, как недооценен их труд. На самом деле они вытворяют такие восхитительные вещи. Но это ж надо вот такое вот придумать, украсить цветочком, вышивкой. Мы в феврале запустили благотворительную акцию в помощь недоношенным деткам. Это акция «Плед 1000 сердец». Это огромный плед из 15 тысяч элементов. Каждый квадратик – это маленький ребенок. Мы это число выбрали, исходя из статистики, так как в нашей стране ежегодно рождается 15 тысяч недоношенных малышей. Немного нам обстоятельства подпортили, мы не успели сделать вовремя, но мы продолжаем, не останавливаемся. Мы рекорд все равно установим. Мы подали заявку в Книгу рекордов Украины на самый большой плед. На базе общинного центра Бедгрехем и благотворительного фонда Хесед Хана выдавалась гуманитарная помощь. Когда мы увидели, что большой поток людей с маленькими детками, вообще с детьми,
которым нужна более психологическая помощь, то мы решили написать этот грант, и у нас возникла такая идея. Подготовка была к проекту колоссальная, в плане даже не столько материального, сколько психологического. Мы все понимали, что с чем это столкнемся, но на практике показалось, что никогда к этому не будешь готов. Люди рассказывают, а ты понимаешь, что ты должен их выслушать. Это может быть монолог одной стороны в 40 минут. Что они пережили, как они ехали, как их бомбили. Я никогда не думала, что, к сожалению, люди будут проживать такие истории в нынешнем дне. По сути, проект был разбит на несколько этапов. Первый этап был нацелен именно на стабилизацию состояния, на адаптацию в тех условиях, мирных условиях, скажем так, потому что люди приехали из разных, скажем так, городов, потому что кто-то находился какое-то время в оккупации, да, кто-то выезжал уже в момент наступления, то есть это разные истории, разный опыт. Очень много семей, которые пребывали длительный период в убежищах, в подвалах. Были тяжелые состояния, и у детей это было видно. Первое время мы учились принимать себя, учились расслабляться, потому что мы не умеем это делать. И благодаря знаниям кризисной психологии, это именно этой направленности, и благодаря нашим коллегам в Израиле, которые давали нам инструкции, как бы там масса инструментов, благо это все есть, об этом говорят, это можно применять. И сейчас у нас уже этап, когда мы выстраиваем, собственно, цели на будущее. Это здорово, когда люди к этому открыты, хотя, опять же, мы находимся еще в условиях конфликта. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. То есть, пребывая еще в этой ситуации, мы же на самом деле стабилизация происходит полная тогда, когда уже человек находится в полной безопасности. Но у нас пока еще этой полной безопасности нет, мы все равно находимся в стрессовой ситуации. Но тем не менее люди это видят. Видят, что можно планировать будущее, ставить какие-то цели. На данный момент у нас стабильно присутствует до 20 участников каждый день. И с ними проводятся групповые и индивидуальные работы с психологом, студия хореографии и театральная студия. И очень большой у нас плюс того, что мы пытаемся проводить занятия по взаимодействию, когда родители работают с ребенком под кураторством одного из педагогов. Стабилизация родителей и детей и мотивация к последующей жизни, потому что многие еще не совладают с реальностью, что, скорее всего, вот как у нас есть участники, которые приходят у нас с Донецкой и Луганской области, им просто некуда будет вернуться. Приехали мы из города Запорожье, потому что у нас было очень неспокойно. Ребенок маленький, приехали, попали чисто случайно в этот центр, очень довольны, нравится ребенку занятия, получаем массу удовольствия от общения. Ми приїхали з Високопілля Херсонської області. Місяць пересиділи в окупації, побачили всі жахи. Тому вирішили, так як маю малу дитину, вирішили виїхати в більш безпечне місце. Благодаря занятиям осознаем, что происходит, и восприятие всего этого немножко меняет, легче становится, где-то спокойнее, как-то так. Нас Кривой Рог в целом принял очень хорошо, попадались нам хорошие люди на нашем пути, которые нам всячески помогали информацией, советами. Результат громадніший, великий, можна сказати, величезний навіть даже. Дитина моя розцвіла після всіх жахів, яких вона бачила. Мені теж дуже тут подобається спілкування з людьми, з новими, знайомства, щось нове дізнаємося на заняттях з батьками. Маса всього нового. Ты не всемогущий, но какую-то свою маленькую лепту ты даешь этим людям, ты с ними общаешься, ты с ними работаешь, ты с ними как-то их направляешь и улучшаешь их качество жизни, хоть на чуть-чуточку, но все равно.
надо доставать, менять что-то розовенькие. А у тебя там... Цей проєкт направлений на підтримку дітей, які лежать на стаціонарі. Ми зі своєю командою волонтерів приїжджаємо раз на місяць в такі лікарні і проводимо для них заходи арт-терапії або розважальні якісь ігри та привозимо смаколики або канцтовари. Початку воєнного стану дуже тяжко продовжувати цей проєкт, бо не можна було приїжджати до лікарень, проводити, збиратися гуртом. Як потрохи становище покращувалося в країні, в місті, ми почали приїжджати до лікарень. Є, звичайно, ті, кому не дуже до вподоби те, що ми приїжджаємо до лікарень, збираємо людей, але це невеликий процент людей. Мы проводим арт-терапевтические занятия. Это может быть рисование, разные подделки и так далее. То есть мы стараемся просто привнести элементы нормальной детской жизни вот в сегодняшнюю ситуацию. Первый наш проект был «Мир в красках». Вот мы начинали с Константином Кузнецовым, собственно говоря, в этой же больнице, в онкоотделении. Первый раз я попал, увидел детей, которые как бы находятся в палате и они никуда не выходят, они находятся на паллиативе. И хотелось дать детям возможность как бы жить в мире, в котором нету боли и страданий. С этого все началось. Ну, собственно говоря, в таком духе мы продолжаем. На каждом выезде в среднем присутствует практически около 50 семей. Ну, детей может быть, там, скажем, от 50 до 100 там, в день. Да, вот такие цифры. Бывают единичные дети, которые говорят, допустим, мы не умеем рисовать. Но этот момент, он проходит буквально на 5-й минуте. Человек понимает, что он все умеет и включается в занятия. То есть я могу сказать, что всем нравится, да. Так как у меня особенный ребенок, я считаю, что для детей вообще развитие разное должно быть. И как для рисований, как, допустим, да даже занятия спортом, если спортивные какие-то там соревнования устраивать, тоже довольно-таки это будет хорошо. Ну, для детей есть куда энергию свою девать. Ну, сегодня я делаю красивенький домик, пока у меня такой, вот так вот получается. Смотри. Вот еще лучше, да, нам? Еще лучше. Будет как башня, да, смотри, вот так вот. Да, отлично, глянь. Да, вообще круто будет. Они делают очень прекрасное, нужное дело, хорошо помогают и продуктами, и памперсами, и все, что угодно. Мы довольны, спасибо им, привозят постоянно, волонтерское. Я уже с ними не первый раз сталкиваюсь уже, с этими ребятами. Ну, мы часть как одного большого организма. И если мы не будем друг другу помогать, то в итоге как бы этот организм заболеет. Хотелось бы, чтобы наше общество было здоровым. Молодец, Викуль. А ну чекай, чекай. Вот так. Поняла? Вот от этой полосочки туда вниз. Давай. В Хесед-Хана существует множество проектов для поддержки людей. Один из таких является Charity Box, в котором люди с инвалидностью совместно с волонтерами изготавливают благотворительный бокс. Наполнение этих боксов тематическое. То есть сейчас мы готовимся к Хануке, и, соответственно, будет это ханукальные боксы. Содержать они будут атрибуты праздника: пончики, дрейдлы, конфеты, плюс поздравительная открытка. Все это изготавливается вручную, и благодаря этому люди с инвалидностью
восстанавливают свои вот утраченные бытовые навыки какие-то. И происходит их социализация. Они работают плотно с волонтерами. Клиентам Хеседа к празднику волонтеры развозят подарочные наборы. Это бабушки, дедушки, которые не выходят из дома. Допустим, это либо маломобильные, либо совсем не мобильные. Идет отбор по критериям. Каждый раз меняются люди. Когда ты смотришь на людей с инвалидностью, иногда мы проходим мимо вот стороной, да, если видим человека такого на улице, но когда ты плотно с ними общаешься, то для тебя это уже не кажется нечто такое. Это норма жизни. И не нужно отворачиваться от этих людей, они такие же люди, как и все. Они, может, даже и талантливее в чем-то, чем другие. Они не все могут выходить на улицу. В течение нашего разговора тоже поделай несколько скринов, хорошо? В Мазальтов я пришла со своей безумной идеей создать инклюзивную труппу. Это было в 2014 году, и тогда еще слово «инклюзия» не было использовано. Просто у меня была цель создать коллектив театральный, в котором бы люди с инвалидностью выступали наравне со здоровыми людьми, вместе с ними, именно в этом взаимодействии. И сюда пришла с этой идеей. На меня сперва посмотрели как на сумасшедшую, потому что мы никто не были актерами, вот, но был клуб равной возможности с людьми с инвалидностью. Их я задействовала как актеров, ну и параллельно приглашала людей без инвалидности, чтобы именно показать такое взаимодействие. Чтобы нас, людей с инвалидностью, воспринимали равными, мы должны показать равенство через творчество. Это, по-моему, самое актуальное и легкое, как это можно сделать. Потому что тут мы показываем сюжеты, чувства, и чувства затрагиваются те, которые близки любому человеку. С инвалидностью, без инвалидности, без разницы. Я и сценарий пишу, и все люди, потом зрители дают фидбэк, и они всегда говорят, что «Боже, так это же про меня». И это очень здорово, потому что все хотят быть любимыми, все хотят быть реализованными, все хотят быть нужными. Але коли відводиш очі, не озирайся. А ти хто такий, філософ чи що? Я то взагалі письменник. І побажав би зараз бути на березі моря. Наша труппа выступает с 2014 года, и каждый спектакль, все сборы мы направляем на благотворительность. Мы помогаем людям. Например, прошлым летом мы собрали деньги на то, чтобы исполнить мечту ребенка с инвалидностью. Он никогда за свои 11 лет жизни не видел море. Мы собрали деньги, и он смог поехать увидеть море. Это было очень трогательно. Мальчик очень болен, ему очень тяжело, и я не знаю, сколько лет он еще проживет, но он заслуживает того, чтобы увидеть море. Пока из-за войны у нас не было масштабного выступления, чтобы собрать деньги, и помогали разным людям, и детям, и взрослым. Например, в предыдущем спектакле мы собирали деньги для того, чтобы ветеранам Второй мировой войны помочь. Мы, как началась война, мы только выступили, через несколько дней началась война. С продуктами был очень сильный коллапс, а деньги у нас были собраны, мы собрали, по-моему, 27 тысяч гривен, вот, а список людей у нас уже был, и все были в панике, в шоке. Мы решили, деньги есть, людям нужны продукты, мы должны довести дело до конца. И мы сами своими силами собирали, искали продукты, это было очень тяжело, это был такой челлендж. Мы, как актеры, мы спасаемся. На репетицию мы приходим, и все эти часы, которые мы проводим на репетиции, мы на какое-то время забываем про войну. Мы отвлекаемся, мы проводим вместе друг с другом время и делимся эмоциями. Мы создаем качественный продукт. Поэтому это наш антистресс. Ну и когда мы выступаем для людей, у нас было 2 закрытых показа. Люди на эти 2,5 часа, во время которого длится спектакль, они забыли про войну и просто погрузились в чувства и в истории наших героев.
Притом спектакль у нас очень душевный, и они дают надежду на то, что все будет хорошо. Ну, скажімо так, у 90-ті роки назвати слово інклюзія – це було щось таке незрозуміле і взагалі зовсім чуже. А ми вже тоді розуміли, що людина з інвалідністю, вона може бути і фаховою, і професійною, і яскравою, і креативною. І це були перші наші такі цікаві проєкти, де ми мали можливість звертатися до і місцевої, і до світової спільноти. І, скажімо, я, як людина, яка мала свій невеличкий бізнес, я теж розуміла, що так якщо людина з інвалідністю хоче щось робити, то мені самій хотілося б якось долучитись до її спроможностей. У нас в Одесском Хесседе есть любимый нами проект, называется «Шаг вперед». Это ребята с ограниченными возможностями от 18 до 40 лет. Мы начали этих ребят, вернее не ребят, а и с их родителями приглашать к нам в Хессед, делать какие-то поделки. Мы начали делать с того, что мы сделали мастер-класс, будете смеяться, по изготовлению бутербродов. Что такое банальный бутерброд? Оказалось, то, что ребята в жизни сами 25-28 лет, они в руках никогда не держали хлеб и не мазали сыром. Почему? Да потому что мамы их до такой степени оберегают, что они не давали эту возможность. За кадром я им говорила: скажите, пожалуйста, вас же когда-то не станет. Вы вообще подумали, что с этими ребятами будет? Короче, мы когда делали бутерброды, они делали бутерброды, вы бы видели счастье и радость этих детей, которые сделали, сами намазали маслом, сверху положили криво нарезанную помидорку и чего-то еще и угостили мам. Когда появился проект Fox Security, он заключался в том, что мы должны были сделать что-то, чтобы на эту прибыль покупать продовольственные наборы нуждающимся людям. И возникла такая идея, к сожалению, началась война, и первые недели отсутствия хлеба в Херсоне нас подвигло на то, что, наверное, мы должны сами попробовать что-то печь, потому что, не дай бог, в Одессе будет же такое же. Это был какой-то такой пинок, нехороший был пинок, но он у нас получился. Мы закупили расстоечные шкафы, мы закупили тестомес, закупили все. На помощь нам пришел Гилель. Они нашли нам профессионального волонтера, хлебопекаря, который с нами работал месяца 3, учил нас, как правильно расстаивать хлеб, вернее, как правильно делать тесто. Мы каждый раз вместе со студентами Гилеля учили что-то новое. Сегодня халу, сегодня хлеб. Ой, такой не подошел хлеб, такой не подошел. Потом мы начали делать булочки, сосиски в тесте. Потом мы начали делать булочки. Наш директор сказал: давайте попробуем со схогом. Я подумала: боже, какая фигня. А получилось очень вкусно, особенно это был летний период, когда люди шли на шашлыки. Взять булочку со вкусом чеснока и какую-то острую, это просто вообще замечательно. К сожалению, сейчас в Одессе нету света. Мы не можем выпекать на электричестве хлеб. Мы пока приостановились, но мы знаем, что точно мы это будем продолжать. Пусть только немножечко у нас станет тихо и спокойно, и понятно, что будет с электричеством. Мы пекли это все, продавали и аккумулировали прибыль. Когда мы посчитали свою прибыль, мы вышли на то, что с августа месяца мы ежемесячно формировали посылки 50 нуждающимся людям. Как раз в этот момент начали появляться у нас члены общины, очень нуждающиеся, переселенцы. То есть вот представьте себе август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Вот сейчас мы будем выдавать посылки, 5 месяцев по 50 посылок. Это 250 человек получили бесплатно продовольственные наборы за счет того, что наши волонтеры удачно подняли этот проект. Ничто нас не остановит быть красивыми, да? Это придает силы духу. О, видите, так что вы недаром это все отращивали. Зато теперь все, что посеченное, видите, какие стрепки, какой кусок, а он один есть, другого нет. Видите? О, и сразу видно, что остался живой волос. Волонтеры я пришла уже около 7 лет, где-то в 2016 году. Но я люблю свою профессию и поняла, что я могу делиться ей еще с кем-то. Я оказываю парикмахерские услуги, парикмахер. Мы здесь все так привыкли
У нас 65+, но мы друг для друга мальчики и девочки. И как скажешь это, человек улыбается, все хорошо. Но когда бывает грустно, она садится, клиент перед зеркалом, и говорит: боже мой, какие морщинки, какие это. Ну, становится немножко грустно, но все равно человеку можно поднять настроение и сказать, что через 10-15 минут этих морщинок уже видно не будет. Мы все прикроем, все, что не надо, и вы станете опять юной и красивой девушкой. Волонтерство учит дарить тепло людям. Теперь посмотрите, какая у нас красота. Это без фена, без ничего. И даже если вы помыли, и вы говорите кучерявые, оно все равно будет очень красиво смотреться. Вы на них не наговариваете и не ругайте их, чтобы они на вас не обиделись. Я здесь волонтер по ремонту одежды. Я делаю самый мелкий ремонт. Могу поменять змейку. Вот, допустим, прохудились карманы, вот я вырезала похожие там по форме, восстанавливаю карманы. То есть я не делаю, не перешиваю, как вот в ателье перешивают, а просто делаю мелкое. Ну, вещи старые в основном, людей любимые. Там воротничок перелицевать, пуговицу пришить, подкоротить брючки, сделать чуть-чуть уже, сделать чуть-чуть шире, резиночку ставить. Ну, то, что они могут, пожилые люди, бывает, сами сделать. Плохое зрение. Эта маленькая работа вызывала приятные эмоции. Не потому что бесплатно, просто потому что внимание уделили. Пожилые люди очень нуждаются во внимании. Даже чуть-чуть поговорить не о болезнях. Люди пожилого возраста приносят электроприборы еще советского образца. И приходится эти комплектующие где-то доставать, спрашивать у знакомых, у друзей. Таким образом, я создаю фонд для ремонта электроаппаратуры. Часто приносят и приборы импортного образца. Допустим, вот утюг фирмы «Тефаль». Данный вид продукции мне не знаком. Приходится открывать интернет и смотреть, кто производитель, комплектующие. Приходит пожилой человек, на него посмотришь и жалко. Приносит там какой-то прибор и старайся всеми возможными методами отремонтировать. Когда прибор ты отремонтируешь и даешь человеку, и на сердце становится как-то теплее. И, как говорится, сделал доброе дело. Это основной стимул для меня. Делать добро человеку, чтобы он остался доволен. Алло, Рафаил Натанович, я подъехал. Подскажите, подниматься или вы выйдете? Как вам удобно? Когда пришел в Хасидхана, много у них разных проектов. И один из проектов это была заботливая связь. Так как я в технике разбираюсь, больше мог бы в этом оказать помощь и содействие. Меня пригласили, я начал этим заниматься и стал оказывать, то есть, помощь в том, чтобы там помочь настроить средства связи, а также передать тем людям, которые это требуют. Хасидхана презентует вам проект «Заботливая связь». Хочет передать телефончик в пользование, чтобы вы могли звонить куда вам угодно. А куда я могу звонить? По Украине в любой оператор можете звонить. А за границу нельзя? За границу можете через интернет. Я сейчас вам покажу, расскажу. Вот здесь клавиша. Одна? Одна. Посерединке. Это включить, выключить телефончик или в дежурный режим его поставить. Рядышком две другие выше, это громче, тише сделать. Угу. То есть вот та, которая средняя клавиша, это тише, вторая громче. Вот видите, вот можете пощупать. Нажимаете и вот набираете, к примеру, там вот плавно 0. Набирайте. Нет, только не спешите, ничего. Руки трусятся. Вот, все хорошо. Еще немножко плавнее.
6. Да, и спешите. Я поняла. Да. И вот доска мероприятий. Сегодня, пятница у нас, 23-12, и планируется в 14:00 шаббат шалом. Но вот за 5 минут до 15 вы подключаетесь. Ежемесячно Хесед оплачивает, вы только пользуетесь. Все для того, чтобы вы только пользовались. Поэтому очень крайне удобно. Есть время, которое сейчас, есть батарейка. Заряд батареи он показывает минимум 1%, максимум 100%. Честно говоря, я немножко боюсь телефона этого. Ничего страшного. Единственное, он, смотрите, считается как собственностью Хеседа, но пользование у вас. То есть на какой период, скорее всего, пока вам он не надоест. Есть режим обычный, то есть звонит телефон, вы слышите, все хорошо. Если вы хотите на ночь, к примеру, чтобы вас не беспокоили, нажимаете вот эту клавишу красненькую, нажать режим без звука. И вы звук не будете слышать, будет только слышно вибрация. Да, я думаю, это большая помощь. Я смогу связаться с Хеседом и не только. Спасибо. Да, сможет помочь вам связаться и с друзьями, и близкими, которые находятся и рядом, и далеко очень, через связь, через интернет. Поэтому хорошо, что есть. Смогу связаться. Да, да. Тем более они сейчас у вас, да, находятся в таких точках горячих, защищают Украину. Иногда бывает непросто, так как люди пожилые, они требуют к себе внимания, хотят пообщаться, поговорить, высказать свою какую-то точку зрения. Иногда там какие-то эмоции их преобладают, надо их внимательно выслушать, помочь, разобраться. Да, здравствуйте. Сегодня у нас обязательно будет встреча. Да, приходите, мы будем рады вас видеть. Комната 222, Балакина 41. Мы очень вас ждем. Всего доброго. И я вам говорила о том, что как важно работать в команде. Да. Волонтерством я занимаюсь с 2008 года. Я пришла в Хесед, совершенно не понимая, что такое волонтерство, что такое еврейство, хотя я еврейка. И я начала с того, что я начала помогать. Просто на праздниках организовывать там, накрывать столы элементарно, убирать столы, разносить книжки, собирать книжки. Я вообще преподаватель истории и философии, работала в музучилище и поняла, меня очень любили студенты, потому что я не ставила двойки. Но я поняла, что это не мое. В то время я никогда не думала, что я буду заниматься волонтерской деятельностью. Я просто не знала, что это такое. Волонтерской деятельности нужно учиться. Даже если ты даешь много для того, чтобы отдавать свою теплоту людям. Но сейчас, вот сейчас, в это время, очень большая степень выгорания волонтеров. Если мы не будем дорожить людьми, не будем обращать внимание на их психологическую составляющую, мы их потеряем. И поверьте, я потеряла много волонтеров. Они уходят по разным причинам, но в том числе и по этой. И вот сейчас мы с вами разговариваем, а у нас в актовом зале при свечах, потому что нет света, проходит занятие школы волонтеров. И там психолог, которая именно учит людей, как себя вести в стрессовых ситуациях. А мы сейчас все в стрессовых ситуациях. К сожалению, как бы нам этого не хотелось. И вот эта школа очень нужна. Школа представляет собой 10 занятий на разные темы, для того, чтобы у человека сформировалось понимание, как себя вести, как общаться с людьми, как правильно оказать помощь, как правильно спросить, потому что, я, например, этого тоже не знала. Это надо, чтобы кто-то это мог объяснить. И потом мы им после окончания этой школы мы выдадим им дипломы и возьмем в наши ряды. Зачем еще школа волонтеров? Для того, чтобы привлекать других людей как можно больше к волонтерской деятельности. Не факт, что все, кто сейчас сидит, 20 человек на занятии, они все потом придут в нашу организацию. Это не страшно. Кто-то выбрал для себя эту стезю, кто-то решил, что он будет этим заниматься, и это прекрасно. И пусть это будет 10 человек, а не 20, это уже наша победа.
Она уже как бы дает столько сил, и ты понимаешь, что ты идешь делать большие дела, великие дела. Хоть ты и маленький человек, но если так вот посмотреть, извините, маленькие люди огромные дела делают. Второе – это… А мы живем сейчас в таком хаосе, где, извините, сейчас есть связь, завтра, через 5 минут ее нет, да? Тут вроде бы у вас там какое-то мероприятие нарисовалось, люди не смогли прийти. А когда большие волны на море, вы умеете серфить на этой доске. То есть вы подстраиваетесь, вот как волна идет, вы просто смотрите. Ах, нету света, мы сегодня свечки поставим, да? Я чувствую, что это сложно выслушивать всех, принимать беды людей, то есть волонтеров, которые приходят со мной поделиться, принимать их близко к сердцу, а по-другому я не могу. Вот это, наверное, самое сложное – выслушивать и понимать, что люди страдают. И во время, начиная с ковида, и сейчас во время войны, когда люди жалуются, что нет света, они не могут добраться, потому что нет транспорта, они сидят дома в темноте. И переживания их за их судьбу – это очень тяжело. Очень тяжело было знать, что во время ковида, когда людей закрыли, они не могли общаться, как они привыкли, люди стали уходить, к сожалению, из жизни, потому что они почувствовали себя замкнутыми, в замкнутом пространстве. Это тяжело и до сих пор. Когда люди звонят и просят чем-то помочь, ты учишься не просто обещать, что ты поможешь, а соединять кураторов с клиентами, учишься, как сделать эту помощь. Не слушать только себя, а слушать других людей і старатися їм допомогти. Після 24 лютого Мазаль ТОВ разом із волонтерським центром «Твори добро Україно», який саме був створений тоді під час екологічних і дитячих і творчих акцій, ми зрозуміли, що перше, ми маємо зберегти усі напрямки нашої волонтерської роботи. Ніхто не може відмінити спілкування із людьми похилого віку, із членами громади, які як до війни, так і сьогодні потребували спілкування. І сьогодні якомога більше. Головні запити від людей, яких підтримує і продуктами, і ліками ХЕСЕД, чого вони потребують? А поговоріть зі мною. І волонтерський напрямок «Взаємодія», він почав працювати ще активніше, бо розпач, інколи страх, інколи нерозуміння ситуації, інколи головне питання, яке, до речі, сьогодні я чую кожного дня. А ви у Запоріжжі? А з вами можна побачитись? А ви можете прийти? І коли ми відповідаємо так, Боже, яке щастя, можна жити далі. І ми розуміємо, що це просто поруч із відповіддю на запитання, а як ви зберігаєте життя? Ми зберігаємо життя спілкуванням, тим, що ми поруч, тим, що волонтер може взяти допомогу і привести до будь-якої особи, яка зараз знаходиться чомусь закрита в себе у оселі. Єдине, що змінилося у цій роботі, це розширилися наші відповідальності, наші задачі, розширилися наші можливості. Бо насправді відчуття, що Україна, Запоріжжя і безпосередньо наша організація, ми живемо у світі неймовірних людей. Неймовірних людей, які колись там чули, що з нами співпрацювали. Неймовірних людей, які пишуть нам зараз: скажіть, а можна з вами разом робити якусь добру справу? Каждый на своем месте, каждый на своем уровне делает, наверное, приближение к победе. Да, я по определенным причинам не могу находиться там, где находятся ребята и защищают страну, но я понимаю, что я могу находиться здесь в обществе, помогать, давать какие-то возможности, помогать людям, помогать студентам, которые в этом нуждаются, помогать семьям студентов. Когда это все началось, мы постарались, чтобы все активные студенты, которые остались у нас в городе, и все студенты, которые мы смогли быть с ними на связи, чтобы они получали продуктовую помощь, их семьи, потому что они потеряли работу, и их семьи, члены их семьи потеряли работу, и мы старались со своей стороны как-то помогать. То есть ребята были благодарны и приходили, и тоже помогали собирать эти наборы. И вот мы сейчас находимся в культурном центре Бейтгрант, это наши друзья и партнеры, и наш основной склад и фасовочный центр находится здесь, потому что здесь есть залы, которые нам предоставили для этого. Вместе с ХЕСЕДом, вместе с Бейтгрантом мы здесь это делаем.
Да, и мы как организация имеем свои цели, миссии, задачи. И на сегодняшний день, конечно, все перестроено вокруг волонтерства, но так или иначе, первые полгода мы занимались исключительно волонтерством. А на сегодняшний день мы восстановили программную деятельность, и мы видим, как людям это активно. То есть у нас за полгода первая программа, которая была, это Седр Песах. Да, она была здесь, в Бейтгранде, и здесь был биток, то есть не было свободного места, у нас сидело порядка 60 человек, студентов. Для меня это был шок, люди пришли, им это надо. И это был единственный день, когда не было тревоги. Ну, то есть тут есть какие-то такие духовные и высокие вещи, которые соприкасаются между собой. Да, мы потеряли свой офис на Приморском бульваре. Не с позиции там, потери, там, не знаю, как у нас в Харьковском деле произошло, к сожалению, но с позиции того, что эта зона перекрыта полностью военными. И мы на сегодняшний день находимся на улице Гоголя в цокольном помещении. Это он работает как безопасный шелтер. И мы проводим там все программы. Сейчас, в данном этапе, мы занимаемся тем, чтобы там было стабильное тепло и электрика, и был доступ у людей для того, чтобы у них была возможность обогреться, зарядиться, связаться с близкими, ну, то есть в таком направлении русле. И есть обратная связь. Ребята приходят, ребята приводят своих друзей, приводят своих родственников, которые звонят и говорят, чем я могу помочь в волонтерстве. На сегодняшний день, наверное, находясь опять же в Бейтгранде у наших друзей, мы совместно проводим обучение по оказанию первой медицинской помощи при поддержке и партнерстве Красного Креста Украины. И сейчас наши студенты, представители еврейских организаций находятся на двухдневном тренинге, обучаются этому делу, где на выходе, они получат, конечно же, знания, и они получат сертификаты международного образца. То есть мы понимаем, что какое-то количество людей мы выпустили, и они могут оказать первую помощь людям в крайних случаях. Амелия с Кристиной, Таня с Ваидом. Мальчики лежат, девочки их переворачивают. Это случай, когда человек... Вы работаете? Работаете. Это случай, когда человек без сознания, в результате какой-то травмы или осложнения, работаете. Осложнение состояния здоровья. Он лежит без сознания на спине. Таким образом, корень языка падает под силой притяжения и закрывает дыхательные пути. А также есть риск выхода рвотных маск в результате какой-то травмы живота или черепно-мозговой травмы, что вызывает рвотный рефлекс. И таким образом, что получается? Человек просто может захлебнуться своими выделениями. Поэтому мы всегда человека переворачиваем в боковое восстановительное стабильное положение. Ми проводимо тренінги для населення. На тренінгах ми даємо теоретичні та практичні знання і навички для відпрацювання невідкладних станів, коли людині погано чи отримали якісь травми. Тобто ми проводимо тренінги для всіх, для населення цивільного, для силових структур, для всіх волонтерських організацій, для будь-кого. Тому що це необхідний навик взагалі по життю, і тим більше в даній ситуації, яка склалася в Україні в даний час. Нема медицинських багато термінів, немає ніяких ліків, тому що це пріоритети лікарів чи інших спеціалістів. Є випадки, коли люди приїздять з інших регіонів і кажуть, ми там проходили в Червоному Хресті, а зараз наша організація чи група людей хочуть пройти тренінг, і я рекомендую Червоний Хрест, тому що я проходив, і я знаю, що там класно. То есть идет захват руки, определенное место компрессии грудной клетки, темп компрессии, глубина нажатия, потом идет вдыхание в грудную клетку. И как это правильно делать? Сейчас инструктора демонстрируют, вы каждый сможете потренироваться. Сердечно-легочная реанимация взрослые, дети, утопленники, младенцы, это разные категории, и она всем по-разному делается. Кровотечение, то первую помощь человек должен давить на рану. Вы могли это наблюдать, например, в военных фильмах, когда боец раненый хватается за рану. Прямое давление на рану очень сильно останавливает, минимизирует кровотечение. Но даже если есть какие-то незначительные повреждения артерий и вен, что очень связано с большой потерей крови. Я считаю, что в наше время это особенно актуально, когда ты не знаешь, в какой момент ты можешь столкнуться с опасностью, либо с тем, что человеку может понадобиться помощь где-то на улице, дома.
Поэтому я считаю, что это действительно важный сейчас курс. В принципе, люди приходят в волонтерство по потребности души. То есть это потребность души кому-то помогать. И, одно время я помогала друзьям, знакомым, но это меня как бы истощало. Ну, как люди же привыкают к хорошему, садятся на голову. Поэтому я, когда увидела проект о детях, дети – это как раз вот та категория, когда ребенок только родился, он еще ничего не успел плохого сделать, и они заслуживают внимания. Эмоции разные. Есть моменты выгорания, когда уже ничего не хочется и думаешь, что все, не хочу. А бывают моменты, когда вот поедем в роддом там, или еще какая-то акция волонтерская, и ты видишь людей, глаза людей, которым ты помогаешь, и ты видишь, как они на это реагируют. Но потом ты понимаешь, насколько важна твоя деятельность и как ты важен в этой жизни. Я хотел помочь людям, и мне это очень нравится, потому что ты даешь свою какую-то частичку добра, а оно потом передается дальше. И в ответ, да, идет волна благодарности, и жизнь налаживается. Я бы сказала, заиграла новыми красками. Ну, я чувствую, что я щаслива. Такий час воно ще й відволікає, тому що коли ти сидиш, ну, наприклад, після роботи, там подивився новості там або по телевізору, або на комп'ютері, або в телефоні, і воно мислі погані. А тут взяв, почав в'язати і відволікаєшся, бо ти знаєш, що ти робиш це для когось, кому це знадобиться, і хто буде за це дуже вдячний. То воно якось і тебе зігріває. 12 часов отработал, уже вроде бы, казалось бы, сил нет. Пообещал, поговорил, что приду, пообщаюсь с человеком, связываюсь, прихожу, и тут находится второе дыхание, вторая сила, и чувствуешь прилив этой силы. Отзывчивые люди нужны, руки, умеющие что-то делать, нужны, добрые сердца спасут планету. Сказать, что я хотел бы это оставить, забросить, еще пока не приходила такая мысль. И я думаю, что в ближайшее время нет, потому что у меня в голове, чтобы вообще сделать бесплатную у себя в городе спортивную школу для детей от 3 лет. Это моя цель, сейчас мечта и смысл, который меня сейчас также вдохновляет. Сейчас весь мир и вся Украина узнал, кто такой волонтер и его роль в обществе. До этого знали об этом меньше, не понимали. Сейчас даже ребенок знает, кто такой волонтер и что он делает. Вот это вот для меня самый большой прогресс и, ну, не могу сказать, что удивление, но положительные моменты с точки зрения волонтерства. Потому что можно и нужно объединяться и делать вместе доброе дело. И сейчас показывает это всему миру, что волонтерство совместно с ребятами, которые сейчас воюют на передовой, мы боремся с агрессором. И я думаю, что и волонтерство не в последнюю очередь помогает в этом. Життя, яке сьогодні розпочалося з 24 лютого, з одного боку, воно нас дуже змінило. Ми всі, нема жодної людини у світі, яка б не відповіла собі на запитання, що я можу робити. І майже всі люди отримали цю відповідь. Особисто я собі сказала одну просту річ. Я тепер точно знаю, що все, що я робила до 24-го, благодійна організація, робота із волонтерами, створення нових можливостей для людей різних потреб і різних цих саме можливостей, все це є підтвердженням того, що я сама себе чула і я відбулася для самої себе. Я отримала справжній бекграунд, який сьогодні мені допомагає продовжувати і розширювати можливості. Бо колись нас питали, та нащо вам взагалі ця благодійна діяльність? Просто це життя. І це життя продовжується, і це життя поповнюється, і це життя дарує нові натхнення. Ті, хто думає, а чи хочу я до цього долучитися, чи не хочу, відчуйте серцем, відчуйте душею, що коли я роблю щось добре, це не той отримає, для кого я зробив це добре. Відчуйте себе тією людиною, яка отримала відповідь.
а чи там я знаходжусь, а чи комфортно мені, а чи це і є щастя? Ми всі тут є, ми всі тут разом, і ми подарували одне одному віру, сподівання, а головне – впевненість.